Приветствую! Хочу вас познакомить с абсолютно неизвестным брендом мобильных телефонов Fafi. Этот смартфон был приобретен исключительно ради интереса, посмотреть, что это за зверь такой. Если вбить в поиск AliExpress слово Fafi, найдется довольно немалое разнообразие моделей данного бренда. И как вы уже заметили, они идут нижнего ценового сегмента. Хочу отметить, у некоторых моделей очень неплохой дизайн. Но у них есть одна общая особенность. Это очень плохое железо. Но об этом попозже. А вот и сам герой нашего сегодняшнего видео. Что приятно удивляет, это уже наклеенное стекло из коробки. И, кстати, хочу отметить, идеально установлены, без пузырьков воздуха и пылинок. Как я раньше сказал, телефоны данной фирмы выделяются своим хорошим дизайном. И этот смартфон не исключение. Дизайн смотрится свежо, оригинально, интересно. Очень удачно подобран цвет задней крышки смартфона. В руке чувствуется уверенно, приятные тактильные ощущения. Материалы корпуса абсолютно не чувствуются дешевыми или хлипкими. Приятный ход клавиш, мягкий и уверенный. Ничто нигде не скрипит и не люфтит. Когда ты его берешь в руки, ты никогда не скажешь, что это дешевый телефон. Короче, на дизайне тут не поскупились. Комплектация с учетом нынешних трендов богатая. Зарядка, чехол, дополнительная защитная пленка и наушники, что есть большая редкость в наше время. Характеристики смартфона. И опять же, он не перестает удивлять. Оперативной памяти 4 гигабайта и внутренней 64. Процессор МТК 6737. Старый, но с базовыми запросами справляется. Экран и видеоядро приятно удивляют. Разрешение экрана 720 на 1600. Батарея скромная, но для данного железа вполне подходит. На борту 9 Android. Отдельно отмечу экран. Скажу сразу, мне он понравился. Качество экрана не хуже, чем у среднебюджетных смартфонов. Я не ожидал увидеть экран такого качества в этом смартфоне. Но, к огромному сожалению, это смартфон контрастный. Имея такой экран, железо просто не дает ему реализовать свое качество. Посмотрите, какая качественная картинка. Но даже при разрешении 720p он уже тормозит. Адекватно, без тормозов, YouTube можно смотреть в 480p. Этот смартфон явно не для игр. Хотя на нем и можно поиграть адекватно в игры базового уровня. Но после 5 минут игры смартфон начинает перегреваться и уже просто начинает печь в руки.
Про камеры тут вообще нечего сказать. Они есть, но снимают в ужасном качестве. Какой же вердикт я сделал по данной модели? Начну с плюсов. Огромный плюс – это дизайн. Очень приятный, привлекает внимание. На фоне стандартных дизайнерских решений большинства смартфонов, которые продаются на рынке. Хорошо лежит в руке, приятные материалы. Смотрится намного дороже, чем он есть по факту. Отмечу хороший экран. Реально порадовал своим качеством. Но, к огромному огорчению, минус полностью нивелирует все позитивные моменты данного смартфона. А именно, маленькая батарея, очень слабый процессор, отвратительные камеры. Да, я забыл рассказать о программном глюке. Когда перезагружаешь телефон, полностью удаляются некоторые программы. У меня это был YouTube и TikTok. И после перезагрузки или просто выключения телефона надо их опять устанавливать. Смартфон не рекомендую к покупке. Категорически. Просто выкинутые деньги на ветер. А так, надеюсь, вам было полезно и интересно смотреть. Лайк, подписка, колокольчик. Всем пока!